Добрый день, уважаемые зрители канала Бенпан. Сегодня мы приехали в дом к Елене и Сергею, которые построили этот дом совсем недавно, и они хотят поделиться своим первым впечатлением об этом доме. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы решились на строительство собственного дома, почему вы вообще решили построить свой дом, а не купили готовое жилье? Ну, свой, он и есть свой. Конечно, даже не знаю, мы долго решались, какое-то время я, в общем-то, не хотела, Сережа хотел всегда. Ну, не знаю, кусочек земли, кусочек чего-то своего, куда можно вложить душу свою, силы, энергию. Вот. Потом, ну, у нас внуки уже, девчонки замечательные, они подрастают. Нам нужно просто побольше, чуть-чуть побольше места для того, чтобы встречаться с семьей. Какие материалы вы выбирали для строительства? Какими факторами вы руководствовались при выборе материала? Ну, во-первых, надежность. Надежность. Мы пришли к тому, что, ну, рассматривали, конечно, много вариантов. Сейчас каркасники строятся очень быстро, и если вот посмотрите, у нас здесь их очень много в нашем поселке. Вот. Но и до этого мы, как бы, когда подбирали, думали, что-то смотрели, куда-то там, может быть, ездили. И мы поняли, что каркасник – это не наш вариант. Сергею понравился ваш Бенпан. И как бы мы это тоже обсуждали с ним. Вариант вот такого строительства нам показался долгим и хлопотным, так как мы оба работаем, мы, в принципе, очень заняты. Вот. Ну, а когда решили, захотелось быстро. Быстро, надежно. Ну и, наверное, мы этого достигли, потому что сам вот процесс строительства от начала до конца, когда приехали, там, выкопали, залили фундамент, потом как бы какие-то экспертизы там приехали, делали там замер. Все это вызывало такое ощущение такой надежности, что, ну, мы ни разу не пожалели. Вот я честно говорю, что вот эти вот все переживания, связанные со строительством и невозможностью контроля четкого, да, там каких-то бригад, каких-то прорабов, вот. Здесь это все ушло на второй план. Ну, они, конечно, всегда есть такие переживания, но вот именно в плане того, что ты выдохнул, и ты знаешь, что у тебя там все строится, ничего это не разрушится, такое ощущение есть. Наверное, надежность – это номер один в выборе и в своих ощущениях. Ну, сейчас вот мы понимаем, что я, во всяком случае, успокоилась и понимаю, что выбор был правильным. Подскажите, пожалуйста, как вы выбирали проект дома и были ли внесены какие-либо изменения в исходный проект? Так, проект МС-69. Нам хотелось поменьше. Почему поменьше? Ну, во-первых, конечно, это финансовая составляющая, наша ипотека. Мы считали все, то есть считали каждый метр, каждый рубль. Вот. Чем нам проект именно этот приглянулся? Своей компактностью. То есть маленький участок, и сам дом, он занимает мало места, но дает много возможностей. Ну, наверное, так я могу сказать. Почему? Потому что у нас, ну, если вот вы обратили внимание, у нас нет перегородок. То есть мы внутри можем сделать как хотим. Но то, что мы выбрали, там немножко мы переделали с теми предложенными перегородками, которые там были в самом проекте. Первое, что мы сделали, это, конечно, выход в сад. В проекте его не хватало. Мы из окна на первом этаже сделали выход, большие двери. Дальше планируем сделать закрытую террасу там, где мы будем всей своей семьей собираться зимними вечерами.
Вот. Ну, такой застекленный, большой, но это немножко будет, это уже будет следующий этап. Вот. Что еще? Вот компактность дома относительно участка, то есть дает много места для реализации там своих каких-то планов. Посадить яблоню, сделать газон, поставить бассейн, а здесь у меня будет гриль-домик, а здесь у меня будет гостевой домик. То есть даже имея маленький участок, есть где развернуться за счет того, что дом компактен, но при этом здесь достаточно много места. Повторюсь, наши дети выросли, они живут своими семьями, своей семьей. У них все свое, и сюда они приезжают только в гости. Я сама работаю с людьми и часто вижу и слышу такое мнение, что люди, которые строят, люди среднего класса, которые строят большие дома, очень часто я слышу от них следующее: мы строили для детей, детям не нужно. И так это печально видеть огромные красивые дома и печально слышать, когда хозяин говорит: вы представляете, я на второй этаж не заходил уже год. Это очень грустно. Мы решили не делать подобных ошибок. Мы построили дом для нас двоих. Здесь, конечно, мы там предусматриваем в дальнейшем там какой-то гостевой домик, и здесь будет гостевая комната. И компактность дома, она дает нам реализовать вот эти цели. Нам это очень нравится. Вот. Конечно, свои есть какие-то минусы в этом. Может быть, и не хватает все-таки большей площади на первом этаже, но опять же мы все-таки решили, я имею в виду комнаты еще дополнительные на первом этаже, вот, но мы решили все-таки в пользу просторности участка, то есть компактный дом и побольше участок. Так как, повторюсь, здесь всего 6 соток. Лена, спасибо большое, что вы поделились своим впечатлением. Это было так трогательно. Я желаю поскорее закончить вам с ремонтом вашего дома и воплощением всех ваших мечт и желаний. Спасибо. Но я думаю, что лучше о технологии и именно процессе строительства поговорить с вашим мужем Сергеем. Конечно, он этим занимался. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, вашим впечатлением об опыте сотрудничества с компанией Бенпан, которая построила вам дом. Может быть, вы отметили какие-то плюсы, минусы сотрудничества? Ну, в общем и целом, сотрудничество наше сложилось достаточно успешно. Тот момент, из-за которого, в принципе, проект и выбирался, это быстрота и оперативность, но он в полной мере себя оправдал. Вот если, чтобы не соврать, 1 мая залили вот плиту, фундамент, и, в принципе, уже, по-моему, 30-го уже коробку поставили. Как бы до этого, пока еще фундамент устраивался, я съездил на приемку панелей на завод, посмотрел, даже вот тогда как-то в большей мере осознал, что как-то до этого был просто участок, ну, земля и земля, люди приехали, вон бетонку поставили, что-то делают, плита залила, а тут раз стоит дом, вот, собран, ну, стоит эти панели, вот по заводу ходишь, смотришь, прям вот появилось ощущение, что вот он уже есть, и вот получается, да, за месяц уже коробка готова. Это большой плюс. А как быстро и оперативно внесли изменения в проект? Ну, проект мы дистанционно, в принципе, все изменения вносили, достаточно работали с архитектором, прям, Проблем не возникло? Не возникло. Ну, единственное, может быть, в следующий бы раз я бы сделал бы полностью, наверное, проект, под розетки все, тут решили, в принципе, домик маленький сильно, ну, возможно, может и стоило. Ну, сразу там подрозетник и все, что подлили, сейчас бы быстрее бы, еще бы быстрее дело пошло. А так, все достаточно оперативно, прям. Это один из факторов выбора был. И он себя полностью оправдал. Довольны ли вы своим домом? Какова его энергоэффективность? Смогли ли вы оценить уже все качества и плюсы этого дома? Ну, скажем так, в полной мере пока мы еще не могли оценить, дом еще в стадии строительства, но вот моменты, показывающие, что энергоэффективность высокая,
Взять, к примеру, приезжали, когда летом было жарко, в дом заходишь, здесь достаточно прохладно по сравнению с улицей. Чувствуется, как бы, что все-таки теплоизоляция есть и работает, как говорится. Опять же, здесь у нас недалеко расположен отель, где по выходным проводят разные там аниматоры, мероприятия на открытом воздухе. Там музыка, дети, и очень громко разносится над полем. Вот стоишь, приезжаешь, прям на улице слышно, заходишь в дом, вот все закрыл, и тишина, прям вот вообще не слышно. То есть, соответственно, как бы панели, раз они и шум изолируют, то и тепло тоже будут подсекать. Это как бы Здорово. понятно. Надеюсь, что вы нас через пару лет пригласите и уже сможете в полной мере рассказать о своих впечатлениях, о том, сколько вы будете платить за коммунальные услуги, как прогревается дом. Будет интересно. А сейчас расскажите еще, пожалуйста, какие у вас дальнейшие планы на будущее, как вы будете обустраивать дом, какие у вас планы по ремонту? Ну, как супруга говорила, будем пристраивать терраску на выход. Сейчас планировку тут все никак до конца еще не определились. Планировка свободная, поэтому в этом плюс, но своего рода небольшой минус. Сложно определиться. Желание, как говорится, ты то, и то, и то сделай. А вот надо что-то выбрать. Не будете против провести небольшую экскурсию по своему дому? Конечно, не против, но лучше это вам проведет экскурсию моя супруга Елена. Мы находимся на первом этаже. Как вы видите, площадь небольшая, но, в принципе, вот согласно нашего проекта, здесь должны быть перегородки, они будут, может быть, не совсем такие, как в проекте, но примерно все то же самое. Всего здесь около 40 внизу метров, поэтому особо не разбежишься, но так как сам дом достаточно компактный, нам, конечно, хочется как можно удобнее все сделать. Единственное изменение, которое, ну, я считаю, глобальное и колоссальное, это выход в сад. Здесь по проекту окно. Вот такое же, как напротив, небольшое. Мы захотели в дальнейшем пристроить террасу, достаточно большую, застекленную и отапливаемую. Вот, поэтому вот такая большая дверь, она нам очень нужна была, и, соответственно, мы сразу внесли изменения в проект. Нисколько об этом не жалею, если бы, может быть, если бы участок был больше и, допустим, какой-то вид из окна противоположного предполагался более эстетичный, а не соседский забор, вот, то, может быть, даже и увеличить вот это вот окно напротив, чтобы было больше света в гостиной. Предполагается, что практически все помещение будет гостиной. Она достаточно большая получается, около 30 метров, там 27, по-моему. Мы сами чертили. Вот. Здесь предполагается кухня с двух сторон, поэтому, когда мы согласовывали размеры проемов, плит, предусматривали вот эти вот 60 сантиметров. Ну, тут немножко побольше с отделкой, предусматривали вот именно место, чтобы можно было поставить кухню. С этой стороны будет то же самое, перегородка и техпомещение. Техпомещение, отсутствие котельной, это, конечно, большой минус, но у нас большое пространство получается под лестницей для того, чтобы завести туда отопление, все вот эти контуры, все электрический котел. Здесь нас недавно порадовали, у нас будет газ. Газ будет, скорее всего, в следующем году, но мы планируем начать ремонт все-таки в этом и как резервное топливо использовать электричество, электрический котел.
Но для газа тоже решение есть. Это настенный котел с коаксиальным дымоходом. Он будет у нас вот сюда, он прекрасно впишется в кухню. Вот. Единственное, что предусмотрели сразу вентиляцию для того, чтобы потом котел этот можно было устанавливать. Предполагалось выделить еще все-таки небольшую гардеробную, вот. Но мы ее убрали. Убрали в пользу все-таки более большой гостиной. Вот. Так как предполагаем, что здесь будет собираться наша семья, приезжать дети, внуки. Вот. Решили также по принципу, как вот в кухне, заложили проемы с учетом установки шкафов. Вот. И так будем решать вот это вот свое маленькое пространство. Большой плюс проекта и даже некоторое удивление, которое вызвал вот именно проект, это в таком маленьком компактном пространстве у нас будет 2 санузла. Наверху это будет ванна с большим красивым окном, я вам потом покажу. А внизу, ну, большим громко сказано, но для такого помещения большим. Вот. А внизу выделим просто санузел, туалет. Просто туалет. Мы вот под него уже заложили, опять же, на стадии проектирования плит, заложили канализационные отверстия. Это очень удобно в плане того, что компания предлагает вот такие решения. Еще компания предлагает как бы проект, полностью проект всех систем. Мы отказались, но потом пожалели. Действительно пожалели, потому что, наверное, для таких людей, как мы, которые далеки именно от строительства и заняты работой, наверное, все-таки иметь проект – это лучше, чем его не иметь. И ты просто спокойно спишь, а люди работают. Вот. Так что я думаю, что вот наша задача в маленькое пространство уместить как можно больше своих желаний и видений, оно получилось сейчас и получится тогда, как потом все реализуется так, как хочется. Ну и отдельно хотелось бы сказать про потолок. Он великолепен. В каком плане? Он дает большое пространство. Дом маленький, потолок высокий. Изначально мы, когда заключили договор и предварительную смету мы рассчитывали, изначально потолок был 2,75. Потом мы все-таки подумали и решили сделать его выше. У нас панель 3,05. Да, это дополнительные средства, но я нисколько не жалею о том, что пришлось там доплачивать за это, потому что наше, опять повторю, небольшое пространство, оно, конечно, засияло прям каким-то светом и воздухом. Здесь получился большой объем, и сейчас, конечно, сложно говорить, потому что нет ни отделки, вообще ничего, но я уже понимаю, что здесь воздух, а воздух это, ну, для нас это был какой-то один из ключевых моментов. Хотелось бы, чтобы было просторно и хорошо, легко дышалось. Наша лестница, приняли решение делать ее в металлическом варианте. Сначала это было связано с системами хранения, предполагали, что можно будет как-то использовать ступени, но потом поняли уже после монтажа, что, наверное, лучше было бы все-таки делать лестницу бетонную, как изначально нам и предлагали, потому что, ну, не получается здесь эти шкафчики выдвижные, слишком маленький шаг ступеней. Может быть, если бы по каким-то причинам там другая была лестница, может быть, это реализовалось. Но как получилось, так получилось. Сейчас она без ступенек. Мы будем с вами подниматься. Пожалуйста, осторожно. Держитесь за стенки. Пойдемте.
Мы с вами на втором этаже. Площадь небольшая, всего около 40 метров общая. Здесь предполагалось по проекту 2 небольшие комнатки, примерно по 10 метров, и небольшая ванная комната. Конечно, когда мы поставили окна, сделали крышу, и здесь такой получился красивый замкнутый объем, достаточно светлый, вот, появилось большое желание сделать одну большую такую спальню для нас двоих. И так это все замечательно. Желание было непреодолимым. Но, конечно, это не совсем соответствует нашим планам, так как все-таки должна быть гостевая комната. Будем делить на 2. Определились, решили. 2 маленькие спальни по 10 метров, ну, что, собственно говоря, не так уж и мало для того, чтобы просто спать. И ванная комната. Значит, что касается ванной комнаты. Всегда хотелось иметь ванную комнату с окном. Здесь, конечно, мало места для того, чтобы реализовать все, что хотелось. Но исходим из того, что есть, решение приняли. Ванную комнату буду делать вот здесь. Чтобы сейчас реализовать то, что мы придумали уже после того, как построили, не хватает части пола, который будем заливать. Здесь будет небольшой для ванной комнаты небольшой такой закуточек. Вот. Ну и, соответственно, как-то тут будет отгорожено. Будет стоять моя круглая ванна, и я буду смотреть в окно. Все, как я когда-то хотела. Вот. Ну, места не очень много, поэтому особо не разбежишься. Но когда ты в такое маленькое пространство можешь как можно больше своих идей воплотить в таком маленьком пространстве, это, конечно, очень приятно и вселяет прям какую-то уверенность в дальнейшем, в будущем. Я надеюсь, что в моем доме всем будет хорошо. Сергей и Лена, огромное вам спасибо, что пригласили нас в гости, показали свой дом. И я от всей души желаю, чтобы все ваши идеи, все ваши желания поскорее воплотились в реальность. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы тоже на это очень надеемся. Ну а если у вас остались какие-либо вопросы, уважаемые зрители, обязательно задавайте нам в комментариях под видео, задавайте Елене, Сергею. Ну а мы с вами встретимся в следующих выпусках. Не забывайте лайки. И всем до новых встреч. Всем пока. Пока.